Здравствуйте, это наше второе видео по изучению Visual Studio Code и HTML, CSS. И это видео будет посвящено теме таблица. Мы уже создали файл. Теперь давайте откроем структуру. Вот наша структура. Внутри body мы пишем tag table, чтобы создать нашу таблицу. Если мы напишем, ничего не отобразится, потому что она еще пустая. Давайте сначала дадим ей границы. Это обязательно. Border, дальше любое число от 1 до бесконечности, по возрастанию, конечно же. Если мы напишем 1, у нас появится вот такая маленькая точка, но это потому что у нас таблица еще пуста. Вот наша таблица. Чтобы создать ряд, у нас существует такой тег, как tr. Он создает вот такой вот ряд. Если мы напишем, например, 2tr, то у нас создастся вот два ряда. И вот как мы ее можем использовать. Но мы не можем сюда написать что-то, какие-либо числа, потому что они просто вот так вот отобразятся. Это неправильно. Чтобы написать какие-либо элементы внутри этого ряда, мы должны использовать либо th, либо td. th, если мы вовнутрь напишем, например, 10, и в тот же td мы напишем 10, их разница в том, что th мы используем для выделения заголовков, то есть он создает более жирный текст. А td, он просто для обычного текста, для обычных элементов внутри таблицы. Давайте посмотрим. Вот. Это единственная разница. В принципе, можете использовать, что вам больше нравится. Но мы будем использовать, давайте, td. td. Мы создали 3 td, но внутри еще пусто. Вот, у нас идет вот такая вот... все, что мы внутри вот этого первого tr, оно будет бесконечно вот так идти. Чтобы мы перешли на уровень ниже, мы должны использовать второй tr. Например, вот, tr создали. Внутри мы написали th, например. И 15. Вот, оно появится снизу. Давайте заполним эти пропуски. Например, 7 и 5. А вот тут, например, th 3 и, например, td 8. Смотрим, такая вот таблица появилась. Мы можем еще изменять эти таблицы, эти элементы тем, что можем, вот, например, семерку, да, найти, td, да, добавить, например, стилистику callspan. Callspan, оно типа расширяет ее клетку по горизонтали. Например, если у нас 1, то у нас будет считать только одну клетку, то есть не будет расширять. А если мы напишем 2, то оно расширится. Но мы тут не можем показать, потому что по горизонтали у нас еще нет ничего. Давайте мы используем rowspan. Rowspan это то же самое расширение, но по вертикали. Например, мы используем rowspan для пятерки. Находим пятерку, rowspan, 2 клетки. Вот. Теперь она занимает 2 клетки. А семерка как раз заняла 2 тоже, да? Можем тройку написать. И будет занимать тройку, но пока что тут у нас стоит лимит количеств вот этих цифр. То есть нам нужно еще добавить цифр. Вас, наверное, напрягает, что семерка не по центру. Если вы хотите все-таки расположить ее по центру, мы пишем tag центр. У нас вот так вот появится. И просто вовнутрь него пишем наше число. Все. Наше число расположилось точно по центру. И все красиво, удобно. На этом, в принципе, все. Вы поняли, что такое th, что такое td, что такое tr. И поняли, что такое border. Давайте изменим ее на пятерку, например. Вот.
граница увеличилась в размерах, вот, поэтому не ставьте там 50, хорошо, потому что будет не так красиво, как, например, тройка. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Увидимся.